Всем привет, вы на канале Польза.нет, и сейчас мы будем тайпить великолепный Redmi Note 14 Pro Plus китайской версии. Здесь IP68+, есть возможность еще нажимать на экран во время того, как он влажный. И много всяких интересных штук, смотрим. Так, ну автономность здесь волшебная, IP69K, к сожалению, здесь бассейна у меня нет, но есть кое-что тоже неплохое, это просто стакан из-под воды. Сначала мы опустим вот так и посмотрим, камера снимает или нет, а потом мы сделаем вот так, и вот вроде снимает. И в принципе, много очень всяких особенностей. Всем привет! Вы на канале Польза.нет, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о смартфоне под неймингом Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus. Здесь у нас современный процессор, 700 тысяч баллов в Antutu, иногда чуть-чуть больше. Иногда это хорошо, иногда плохо, но не особо много, согласитесь. Он может снимать в 4К 30 FPS, помимо этого довольно быстро работает GPS, хотя он здесь и однодиапазонный. Видите, сколько я уже сразу начинаю вам интересных вещей рассказывать. В китайской версии, это китайская версия, не все бенды, но будет глобальная, ее обозревать буду тоже обязательно. Помимо этого, здесь есть великолепная оптическая стабилизация, помимо цифровой. Я сравню его по ходу пьесы с Realme 13 Pro по видео и фото слегка. Разумеется, телевик, разумеется, фронталка, которая может снимать также в 1080p 60 FPS, и это очень круто, с одной стороны. С другой стороны, вы чего все ждали? Все ждали хотя бы 4К 30 FPS на фронталку, но нет. Кому-то экран водопад будет радостью. Что очень круто, они оставили здесь инфракрасные порты и топовая защита от влаги. Вот чего вроде бы еще надо? А вот многого. Смотрим. Распаковка. Поставляется данный смартфон в белой коробке с названием модели и, разумеется, краткими характеристиками. Все стандартно для этой линейки. Упаковка обыкновенная. В комплекте у нас сам смарт с наклеенной защитной пленкой. Притом она такого себе качества. То есть мне ее олеофобка не дико нравится. Лучше будет переклеивать. Силиконовый чехол. Довольно простенький, но хорошо, что он есть. Краткое руководство. Блок питания на 90 Вт с китайской вилкой. Кабель для зарядки с USB-A на Type-C и ключ для извлечения слота под 2 сим-карты. Повторяю, что это китайская версия. Вес смартфона составляет 213 граммов, довольно прилично, а габариты 163 на 74 на 12,8 мм и 9 мм без блока камер. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в Телеграме. И вы автоматически в розыгрыше. Еще помимо этого iPhone 16 разыгрывается на Новый год. Условия по этому розыгрышу в ролике по ссылке в описании. Перейдем к смартфону. Начнем. В продаже есть белая, черная и зеленая расцветка данной модели. Внешние изменения по сравнению с прошлой 13-й линейкой есть. Дизайн смартфона неплохой, но лично мне подобная форма блока камер не особо импонирует. Собрана модель неплохо, тыльная часть выполнена из стекла Corning Gorilla Glass 7i с глянцевым покрытием, рамка пластиковая, за что отдельный минус. Вспоминаем тот же Samsung A55, там рамка из металла. Но хорошо, что смартфон имеет защиту по стандарту IP69, даже не 68. В начале ролика вы видели, как смартфон справляется с одновременным утоплением и видеосъемкой. Утопление он пережил абсолютно адекватно. В руке модель лежит удобно, смартфон не легкий, но и не тяжелый. Грани закругленные, одной рукой в целом пользоваться можно. Хотя, с другой стороны, это, конечно, уже лопата. Далее на корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, за что отдельный минус. Никуда вперед Redmi не идут, зачем они клепают смарты без улучшений, но это вопрос. Микрофоны и, разумеется, стереодинамики. Качество звука неплохое, динамики громкие, персонализировать звук возможность есть, но есть, разумеется, перекос. То есть это такая вот у нас полуторка. Bluetooth кодеков достаточно, к слову, установлен Bluetooth версии 5.4. Новее я не видел в смартфонах, хотя и есть 6.0. Вибромотор тактильно приятный, настраиваемый, но далеко не лучший в этой ценовой категории. Встречали мы и поприятнее. Те же Нарда. Вспоминаем у OnePlus. ИК-порт в наличии, но вот мини-джека на 3,5 мм нет, что в принципе уже привычно. Летим дальше. Смарт оснащен AMOLED-дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2712 на 1220 пикселей и защита Corning Gorilla Glass Victus 2 версии. Экран изогнутый, рамки небольшие, как и подбородок, плотность пикселей 446 ppi. Прямо субфлагманская. Цветовой охват 100% DCI-P3, есть поддержка Dolby Vision, HDR10+, пиковая яркость по моим замерам 1700 люкс,
люксов, и это очень круто, а на 100% яркости экран выдает 753 люкса. Хотя, с другой стороны, когда вы начнете его нагружать, яркость он будет довольно прилично сбрасывать. Во всяком случае, вот на этих начальных прошивках. Может быть, потом они поправят, глобалку я буду покупать, но пока смешно, конечно. Автоматическая регулировка яркости работает корректно, частота обновления экрана максимум 120 Гц, в настройках есть динамический режим и окно с настройкой частоты отдельно для каждого приложения. Сенсорный отклик у экрана в повседневном использовании отличный, в играх не все так гладко, но если ты включаешь особый режим через Game Turbo, то там появляются эти 500 Гц и играть кайфово уже. Тест на дискретизацию касания выдал средний результат, ко всему экран плохо откликается на 10 касаний одновременно. Always on Display в наличии, но опять же только 10-секундный, что сразу отнесем к минусам. И зачем при такой батарее делать 10-секундный АОТ, чтобы показать, что это не премиум сегмент, это не субфлагман? Ну, Xiaomi, вы хоть чуть-чуть станьте добрее к пользователям и покупателям. Показатели шума выше 15% не поднимаются, в целом от экрана глаза сильно не устают. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран распознаванием лиц и стандартными способами. Притом, завести можно 5 раз один и тот же отпечаток пальца. По моему мнению, это говорит о плохой системе безопасности. Но так у всех Xiaomi, и для кого-то это норма. Кому-то нравится. Распознавание лиц срабатывает хорошо, биометрические данные можно завести только до 2 лиц. По поводу сканера, он работает не супер быстро, но что есть, и находится низко. Процессор здесь новый, Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3 с техпроцессом 4 нанометра и 8 ядрами. Максимальная частота у него 2,5 ГГц, графический процессор Adreno 810, оперативная память LPDDR5. И внутренняя память UFS 3.1 только при конфигурации 16512. Если приобретать смартфон на 12 гигабайт оперативки, будет LPDDR4X и ПЗУ UFS 2.2. Это, конечно, дичь. Достали они экономить. То есть ты должен по-любому покупать 16512, а за 16512 за тот ценник, за $400 с копейками, ты можешь купить уже абсолютно другое устройство, тот же Xiaomi 14T. Интерфейс HyperOS на базе Android 14 версии, разумеется, будет и 15, и 16. Потом имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, 5G сетей ниже, для 4G сетей в китайской версии 7 и 20 бенд отсутствуют, в глобалке, разумеется, будут. Датчик приближения виртуальный, ультразвуковой, работает он максимально сейчас отвратно. Вот хуже некуда. Может быть, с прошивками это как-то дело и допилит, допустим, в Poco X6 у меня нормально он работал, хотя у народа плохо. Но, опять же, обзор я делал не в числе первых. Здесь будем тоже надеяться, что в глобалке как-то это допилит. Запись разговора в стоке есть без уведомления собеседника о начале записи. Опять же, это китайская версия, напоминаю. Для бесконтактной оплаты NFC в наличии. GPS в данной модели однодиапазонный. За это тоже минус. Тест в городских условиях показывает точность до 3 метров. Емкость аккумулятора целых 6200 мАч. Устройство в PC-марке выдало больше 9 часов работы. 9 часов 12 минут это сильно. Притом яркость не сбрасывала. А вот заряжается от родного адаптера питания на 90 Вт. Он в среднем у меня больше часа. Один раз он у меня зарядился как и должен за 47 минут, когда я перетыкал после того, как он разрядился в ноль его 2 раза. Все сработало. Но при зарядке и смартфон, и зарядка греется. На данный момент не считаю разумным вообще делать какие-то выводы по поводу этого. Почему? Потому что придут новые прошивки, а к глобалке, надеюсь, это дело смогут вылезать. Все тесты, я повторяюсь, проводил до утопления. То есть он вот таким образом чуть-чуть хаотично работал. При просмотре роликов на YouTube при максимальной яркости по Wi-Fi уходит примерно 5% заряда в час, иногда 6%. За час в играх, для примера, в PUBG обычном, при 60 FPS он больше FPS не дает выставить. Уходит 16% в час. Но смарт греется, и играть ты будешь на 270 люксах. Я думаю, вы понимаете, те, кто играют, что это значит. Ночью будет кайф. Днем не очень. В PUBG New State 370 люксов он начинает показывать через 22 минуты игры, и поедает он 19% заряда в час. Никаких 90 FPS он не показывает. Показывает где-то 57. Где-то через полчаса игры начинаются фризы. Смарт греется не безумно дико, но довольно сильно и ощутимо. Играть в Genshin или что-то тяжелее, чем PUBG, я не советую. На данный момент даже под PUBG ничего не оптимизировано, а сброс яркости говорит о том, что на данный момент все очень плохо. В тротлинг-тесте смартфон выдал 358 гипсов максимально, 354 гипса в среднем и 331 гипс минимально при 100 потоках в 60 минутах. Сколько он выбивал в Geekbench, вы видите и в 3D-марке. По поводу 3D-марка отмечу, что везде практически очень хорошая устойчивость у процессора. В Antutu он выдал супер скромные 735 тысяч баллов. Что это говорит? Это говорит о том, что вы пару лет его без тормозов сможете использовать, а потом он будет у вас печалиться, потому что система все начинает есть больше и больше ресурсов, как вы прекрасно знаете, и анимации тоже, и лучше брать с запасом 1 000 000+ по
попугаев. Тогда вы сможете комфортно использовать смарт минимум года 3 без каких-то лагов. Опять же, это мое мнение. Storage Test показывает 45 тысяч, что совсем плохо, но опять же напоминаю, что у меня тип памяти UFS 2.2, а не 3.2, как в топовой версии, но топовую версию я вообще не рассматриваю к покупке. Переходим к камерам. Основной сенсор OmniVision OV50 Light Hunt 800 на 50 мегапикселей с апертурой 1.5, оптостабом и разрешением для видеосъемки 4К 30 FPS. 60 FPS недоступны. Сверхширик Sony IMX355, этот пресловутый, на 8 мегапикселей с апертурой 2.2 и углом обзора в 120 градусов. Плюс есть телефотосенсор Samsung S5 KG N1 на 50 мегапикселей с апертурой 2.0, фокусным расстоянием в 60 мм и 2,5-кратным оптическим зумом. Фронтальный сенсор OmniVision OV20B на 20 мегапикселей с апертурой 2.2 находится по центру верхней части экрана. Максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 60 fps. Я сравнивал данную модель со смартфоном Realme 13 Pro. Realme больше вытягивает из теней, но стабилизация у него максимально никакая. У Redmi стаб довольно хороший. При зумировании Redmi выдает более детальные изображения в целом, как и при обыкновенной съемке. Сверхширик также лучше у Redmi, фронталка по детальности работает лучше у Realme, но вот проблема с отсутствием какой-либо стабилизации все убивает наглухо. Притом у Redmi есть 60 fps на фронталке, в большинстве случаев все те же изображения куда приятнее. Короткие примеры вы сейчас увидите. Так, ну что, 4К 30 fps, два смартфона и Белград Realme 13 Pro против Redmi Note 14 Pro Plus. Давайте на основные модули я потихонечку проведу их, потом сделаю X5, возможно, или X2. Давайте X5. У Realme максимум зум при видеосъемке X10, по-моему. Ну, сейчас посмотрим. X6 и X10, да. У Xiaomi X6. Но опять же, и тот, и другой бесполезен. Показываю вам исключительно для того, чтобы... О, ничего себе они могут. Не могут ничего, это абсолютно никому не нужная съемка в таком качестве. Притом, как вы видите, X6 разные у всех. Сейчас X6 одинаково поставлю. Вот оно, фокусное расстояние. Дальше два ультраширика 1080p 30 fps. Здесь интереснее. Почему? Потому что все потом могут переходить на другие модули с 1080p 30 fps. Realme и Redmi не способны переходить в 4К с основного модуля на вот сейчас X10. Но опять же, потому что на Redmi 14 Pro Plus телевик. На Realme, конечно, это бесполезная история X10. И фронталка. Здесь легкое издевательство, потому что на Realme нет 1080p 60 fps, а на Xiaomi нет 4К 30 fps. То есть есть только 1080p. Очень странно. Как говорится, очень странные дела, но факт. И вот так вы сможете себя снимать на фронталку этих двух смартфонов. Еще поснимаю. Так, это 4К 30 fps. Очень хочется мне в 1080p 60 fps поснимать. Потому что здесь, ну, оптимизация у Realme меня вообще не радует. Но еще больше меня не радует оптимизация у Xiaomi. Xiaomi по мне. Хотя, опять же, это фронталка 1080p против 4К 30 fps. Динамический диапазон из окошечка. Так, и два основных модуля 4К 30 fps. Рассеянный свет, день. Вот так сможете снимать днем на них. Ну что, X5 видео, и как вы видите, X5 на обоих смартах плюс-минус одинаково без стабилизации. Даже на Realme лучше. Нет, я ошибся. Качество съемки лучше на Realme, а стабилизация лучше на Redmi. Почему? Потому что телевик. Здесь у нас
для такого телевика. Не вижу в работе в 4К 30 FPS. То есть ты можешь на Realme снимать на Redmi Note 14 Pro Plus на телевик 4К 30 FPS, но на основной модуль перейти не можешь. Вот он 2.5, 2.5. Еще раз, 1080p 60 FPS против 4К 30 FPS в стационарном исполнении. Rolling Shutter я не вижу, но намного плавнее 60 FPS, плавнее. Основной модуль, сломался эскалатор. Вот вы, допустим, бы шли бы, разницу видите, 4К 30 FPS у Realme, да, и у Xiaomi. Вот за что переплата. Так, 4К 30 FPS плюс за красоту. И я не про сердечко. Не зря у меня 97% мужчин смотрят обзоры, да? Вот так вот. А их сейчас китайцы купят. 14 миллионов 145 тысяч евро. Нет, еще основа должна быть. Не могу не показать. Это я, кстати, не знаю, что такое. Вот это знаю. Хондочки. И BMW. Адекватный ценник, если в евриках смотреть без всяких налогов, да? Ультраширики 1080p 30 FPS. Куда я пришел, да? Маленький рай. Мазерати. BMW. Вообще адекватно. 10 миллионов. Как говорится, Нива в полном комплекте, да. Но опять же, наверное, это не финальная цена. Здесь 4,5 миллиона получается. И это 173, 17. И нового Kuga 4К 30 FPS. Получается, что 3200 и 2300. «4К 30 FPS». Вот такие прелести продаются. Да, и стоят они немало. Хотите, за 100 тысяч смек. Легко. Это прям премиум. Цены, кстати, здесь 1 к 1. Это 4К 60 FPS, ой, 30 FPS. Вот он, 250 рублей литр спорт. Ну что, чтобы не мучить бедный Realme, я включил 1080p 60 FPS. И здесь по динамическому диапазону все встает на свои места. Почему, кто и сколько стоит, да? Ни тот, ни другой смартфон не передает это зарево, но, скажем так, главное, как говорится, они пытаются. И вот так примерно вы сможете снимать на эти два смартфона вечером. Надо будет еще ночью выйти, тоже поснимать. И по фронталке динамический диапазон, вот такой закат, 4К против 1080p 60 FPS. Здесь прям толпами гуляют подростки. Может быть, типа экскурсия. Как-то колбасит. Где это колбасит так? Это Realme так колбасит. Realme, остановись. Хотя, опять же, при записи может быть как-то по-другому все. Вот смотрите, у нас сейчас 1080p 60 FPS и максимальный зум. Идеальное время для съемки от X6 у X10 максимум у Realme. У Xiaomi X6.
у Redmi 1080p 60. А вот в 1080p 30 FPS у нас чуть другая история. Максимум X10 против X10. Тоже все в шумах, несмотрибельно, но для рекламы лучше, наверное, какой-нибудь там Oppo, смотрите, как может. Xiaomi лучше, однозначно. Телевик решает, да? Так, 4К 30 FPS, и вы можете наблюдать, как они могут снимать ночью. Единственное, я вижу, что мало того, что шумов у Realme много, так его еще и колбасит. Хотя, может быть, это мне так кажется. И на Realme лучше, чем на Xiaomi по стабилизации. Но ночью, разумеется, они снимают печально. Много съемки не будет. Будет по минимуму, потому что и флагман это не фонтанно снимают, а подобные девайсы тем более. Теперь два ночных ультраширика. Шумов, конечно, и гигей. У Realme, ну, обоих. Но что хуже, вы и так видите, и без меня. Это, к слову, в чем все-таки разница между Realme и Xiaomi, да? Вроде бы цифры одинаковые, там баллы в Antutu, еще что-то. Но главное, как это все дело потом выглядит на экране и что оно может. И давайте X5 оба. Ночью это, конечно, дичь, дичайшая. О, кому-то плохо. Какому-то автофокусу плохо. Так, ну что, основные модули 4К 30 FPS. И давайте будем честны, никаких супер съемок ночью быть не будет у нас. Вот. И вот так примерно вы сможете снимать на эти два смартфона. Если супер плавно, то вот так. Но по мне вполне достаточно их мучить. Вот что это такое? Что это такое? Все в порядке. Главное, как стаб отрабатывает по мне кое-где отвратно. Да, Realme. Вот. И все. И ночная фронталка 4К 30 FPS против 1080p 60 FPS. У Realme врубилась, кстати, подсветка. Довольно неплохая, как по мне. Вот так сможете себе снимать. Аптека не 24 часа. Магазин продуктовый не 24 часа. Ладно. Еды у меня сегодня не будет. Ну и не очень-то и хотелось. Вот так ночью выглядит магазин, на который я надеялся. Зря. Ну, хотя бы завтра схожу. Посмотрю, чего и как. И вам сниму. Но уже на какой-нибудь другой смартфон. В целом, пища для ума у вас есть. Стоит ли ждать Xiaomi. И как сильно отличаются девайсы разных ценовых категорий. И почему разных? Потому что все-таки Realme 14 Pro Plus, он дороже, чем Redmi 14 Pro Plus. Извините, 2 часа ночи, а по моему времени 6 утра. То есть в Азии, откуда я сейчас прилетел, 6 утра. Поэтому мне чуть-чуть больше рубит. Так вот, по поводу этого, Redmi 14 Pro Plus дороже. И это другая ценовая категория. Но вроде бы одни баллы в Antutu, вроде процессоры должны одинаково справляться, а вот такой расколбас, да? Ночь, аэропорт, 4К 30 FPS. Ну как ночь, 6 часов утра, но уже темно. И вот так вы сможете снимать. Я, по-моему, фразу «так вы сможете снимать» говорил уже 10 миллиардов раз за 7 лет. За 7. Но все равно. Работа со светом, кому какая больше нравится. Она и та, и другая не идеальна. И стаб, такая же история. Расколбасу обоих. Ну, не дикий.
с другой стороны. Так, 4К 30 FPS, съемка с одной руки, варим кофе. И насколько хорошо и шикарно это все получится, вы узнаете. Но этот цвет красный не соответствует, если честно. Он темнее. И не успел я паузу снять. Но плюс-минус идея ясна. Идеи просты, нам все равно. Так, вот так вы сможете снимать. Давайте, допустим, изменяем расстояние, как будет играть фокус. Очень много шумов. Очень много. Хотя свет норм. Автофокус работает очень неплохо. То есть я привык к другому при 4К 30 FPS. Здесь прям все хорошо. И вот так. Еще немного. Еще чуть-чуть. Кстати, по поводу съемки, повторяюсь, смотрите полноценный обзор на Сербию. Я там долго на него снимал, на этот смартфон. И спокойно можете использовать для выводов, как в полевых условиях вы сможете снимать как раз тот обзор. Еще идет. Главное, чтобы не залило здесь все, как всегда. Как у меня в роликах обычно бывает, те, кто смотрит. Что кофе попадает раскаленное на сам смартфон. Вот про это я говорил. И еще чуть-чуть. Или нет, уже устал. Еще есть что-нибудь? Нет, ничего нет. Нет, есть. Как говорится, медленно и верно. Или одни пузырьки. Все. Финал. Ну и, разумеется, зафиналим все это дело тем, что заснимем, как я заливаю кофе. Как всегда промахнулся. Это уже второй раз, кстати, при начале съемки. Рассинхрон. Так, и всем, кто любит мобильную фотографию, пожалуйста, скачивайте исходники и смотрите сами. Почему? Потому что, вот, допустим, обратите внимание на две фронталки. Вот одна фронталка и вторая. А какая лучше? Ну, одинаково по мне плохо. Но вот здесь дымка. Дымка у кого? Смотрим. Дымка у Redmi. То есть, с одной стороны, вроде бы вам, может быть, она больше нравится, но с другой стороны, Realme фото сделала на фронталку намного круче. То же самое касается, допустим, основного модуля. Вот он, Redmi Note 14 Pro Plus, вот он, Realme 13 Pro 5G. Кстати, с Redmi 13 Pro 5G ходит мой сын. Так вот, если смотреть на всякие моменты из разряда «мы фотографируем ценники», конечно, Redmi выигрывает капитально. Если говорить про ночную фотографию, если вы будете смотреть вот так, и я вам не буду ничего рассказывать, по большому счету вы и не выберете для себя. Может быть, выберете вот эту фото. Почему? Потому что диодная подсветка лучше, по мне, здесь, но не намного. И если сравнивать, допустим, это у нас Realme, это Redmi. То есть здесь однозначно фронталка по фото лучше для меня у Realme. Вы можете, повторяю, скачать много исходников. Основной модуль, плюс есть еще и телевик. Но Redmi 14 Pro Plus 5G нужно ждать в глобалке, потому что там будут другие алгоритмы, другая прошивка, они допилят свой великолепный новый процессор, и я думаю, и фото, и видео будут намного круче, чем сейчас. Минусы. Старенький USB Type-C разъем, виртуальный датчик приближения, слабый процессор, неоптимизированный процессор под ПО. На данный момент, говорю, все очень плохо в плане игр. По видеосъемке нет 60 FPS на основном модуле, нет 4К 30 FPS на фронталке, это тоже довольно печально. Экономные материалы, экономный вариант UFS 2.2 при памяти оперативки меньше 16 гигабайт, рандомная зарядка на данный момент, при которой еще и смартфон и греется. Помимо этого, конский ценник, хотя продали эту модель в огромном количестве, в Китае она опять побила все рекорды, в китайской версии без бендов рассматривать ее как минимум странно. Ну и еще много всего, надеюсь, что вам было интересно. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании.
Разумеется, русского языка в китайской версии нет. Разумеется, Play Market устанавливается 2 кликами, и никаких проблем с этим тоже не будет. Но все-таки в эти деньги еще много всего можно глобального купить. Будем ждать Redmi 14 Pro Plus в глобале. И дальше уже по-нормальному обкатывать. Напоминаю, что на него я снимал еще час в Сербии, Белграде. И вы можете часовую съемку в разных локациях посмотреть на канале Польза стрима. Ну и резюмировать я бы хотел довольно просто и не мучительно. Для игр это плохой вариант. То есть в эти деньги можно купить очень много всего, что будет значительно круче. Если по поводу съемки, китайская версия стоит примерно так же, как Xiaomi 14T. И чтобы я выбрал это дело на Qualcomm или 14T, я бы выбрал глобалку 14T. Опять же, я говорю про глобалки 14T во время распродаж. Они рано или поздно сделают этот суперадекватный ценник, и суперадекватный ценник будет таким же, как и здесь. По поводу обрезанного Always On Display я вообще молчу. Это какая-то печаль. То, что Touch не великолепно работает, тоже печаль. Помимо этого, ничего нового они сюда не добавили. В китайской версии нет 7-20 бенда и русского языка. И этот обзор в первую очередь для тех, кто в принципе интересуется технологиями, техникой. И если вам интересно такую штуку купить, чтобы потом перешить, пользоваться, опять же, я для вас Америки не открою, но во всяком случае показал вам и рассказал все, что знаю об этом смартфоне, насколько он хорош, стоит ли рассматривать его к покупке и в перспективе какая будет, скорее всего, у нас глобалка. Что я жду от него в глобалке? Разумеется, это хотя бы Always On Display полноценный, а не вот это вот обрезанное чудо природы. Потому что 4К 60 FPS с этим процессором они вряд ли докинут. Может быть, они поменяют процессор, тогда появится 4К 60 FPS. По поводу фотографий, я повторяюсь, что в $250 те же тапки, только в профиль, плюс-минус везде все одинаково. В целом, смартфон мне понравился, он интересный. Ждем глобалку, ждем на нее ценника. Если она будет до 30, смело можно рассматривать. Но по большому счету они сделали так же, как и Realme. Они выпустили практически такой же девайс, как и прошлый, чуть-чуть в другой обертке. Осуждаю. И 700 тысяч баллов в Antutu это безумно мало для будущего. Подписывайтесь на канал с колоколом, пишите в комментах, на что еще сделать обзор. Вся линейка 14-х будет у меня на канале. Все я пообозреваю, что-то даже на стриме попрожариваю. Напоминаю, что на этот смартфон у меня был полноценный обзор в течение часа. Я снимал, пока летел в Доху из Бангкока в Белград, и в Белграде тоже снимал. Так что смотрите, на что он способен по видеосъемке, по фотосъемке. Скачивайте исходники в моей личной телеге. И, как говорится, ждем с глобальных цен, распродаж и всего остального. Все, кто подпишется на канал с колоколом, огромное спасибо. Кто оставит комментарии, двойное спасибо. А кто еще на телегу скидок подпишется, тройное спасибо. Девайсов в перспективе в глобалке до 30 тысяч от меня, да, сейчас однозначно нет. Добра и удачи вам, дорогие друзья.